Ну что ж, как связать свитер, похожий на максмаровский? Случайно выяснила, что свитер, который я ношу уже 3 года, был в коллекции зимы 2020-2021 года у Максмары. Сейчас я показываю его как раз на экране, как он есть. Э, Связан он полупатентной вязкой, имеет широкую горловину и достаточно мягкую посадку по фигуре. В коллекции есть два цвета, красный и синий. Очень-очень практичный свитер, который будет, ну, не будет выходить из моды долгое время. И если он удачно сидит по фигуре из хороших ниток, то будет радовать вас очень долго. Я вязала как раз вот из ниточек Ярна, коллекция Ситал, итальянская пряжа. И вот как раз у них есть в коллекции красный и синий, который есть у Макс Мара, эти два свитера. Но понятное дело, что вы можете выбрать не только эти артикула, вы можете выбрать любой другой цвет. Вязала я в две ниточки, моточки идут по 25 грамм. Вот, собственно, этот моточек, он у меня остался, Ярна, и состав Baby Альпака, шелк и акрил. В 25 грамм, 150 метров. Мне понадобилось свитер по весу 250 грамм. И, соответственно, ну, мне понадобилось 10 моточков, потому что и вязала я в две ниточки. И вот, несмотря на то, что я вязала в две ниточки, все равно он тоненький и, ну, немножечко даже, вот если руку, пальчики подкладывать, то их видно. Хотя при этом, ну, даже если я одевала на белье, то не видно было. Ну, оно не просвечивалось так вот прям, чтобы можно было сказать, что все светится. Просто ниточка очень нежная, очень мягкая, очень нежная, пластичная. Я вам даю вот эту схему, на которой вы увидите схему переда свитера, спинку и также ростка. Я надеюсь, что этой схемы будет достаточно для тех, кто разбирается в вязании. Ну, естественно, каждая деталь вяжется здесь отдельно, то есть мы отдельно вяжем вот этот элемент переда до проймы, мы вяжем отдельно рукава до проймы, и, естественно, мы вяжем спинку тоже до проймы. Потом мы все вместе набираем на круговые спицы и начинаем вязать уже реглан и доходим до горловины. Именно перед горловиной у нас есть укороченные ряды, ну или удлиненные, кто их как называет. И только после этого уже закрываем горловину и вяжем, оформляем ее. Я даю размеры, которые у меня. Это бедра 90 и грудь 85. То есть это S. Если же вы больше как бы по размеру или меньше, то вам надо соотношение, конечно, другое. Может быть, или чуть-чуть увеличить, или уменьшить. Значит, я показываю на расчет на 42 сантиметра. Ну, то есть в диаметре это получается ширина самого изделия 84 сантиметра здесь. Ну, для меня это нормально было. Возможно, для вас будет маловато, поэтому увеличивайте. И я даю расчет уже ну, готовые петли, количество рядов уже провязанных, показываю, где я добавляла. Вот по одной петле, значит, идет добавка на пройму, и аналогично на рукавах идет увеличение, так как я набирала петли здесь, вязала снизу рукав и довязывала до проймы. И также уже на реглане я показываю, через какое количество рядов я сокращаю, уменьшаю по 2 петли. Вот. В принципе, обычный свитер, ничего сложного. Может быть, только у кого-то возникнет вопрос с промышленным набором петель,
потому что здесь я набирала промышленным набором, но можно связать просто резинку 1 на 1 и набрать итальянским набором. И на рукавах аналогичная ситуация, набирала промышленным набором, но единственное, что чуть-чуть больше провязывала в начале, именно промышленный набор, а потом только уже вязала полупатентную резинку. Аналогично, можно провязать просто обычную резинку 1 на 1. В чем еще будет хитрость, наверное, этого свитера? Чем он отличается от обычного реглана? Тем, что я уменьшала, ну, то есть как бы вот сокращала горловину через 6 рядов. Обычно это делают через 4 ряда. Иногда бывает там даже меньше. Вот. Но меня так больше устраивало. Я хотела, чтобы он здесь был очень свободный сверху. То есть у него такое, когда он был, еще не было связано горловина, было ощущение, что он, ну, буквально вот такой прямой какой-то, такой вот вообще, что можно было как бы через эту горловину вообще через бедра одеть, его через низ одеть. Но то есть вот количество петель, которые указаны, 246 петель, ну, как бы это очень много для горловины. Но если учесть, что я потом набрала эти петли, ну, сократила, то есть у меня вместо 246 петель получилось в 2 раза меньше, то есть каждые 2 петли я провязывала как вместе. И только после этого я набрала уже петли, я закрыла петли, и после этого я набрала уже и провязала на маленького диаметра спицах, это была двоечка у меня, я провязала такой как рулик получился. Но опять-таки можно провязать резинку, это на ваше усмотрение, как в Макс Маре сделано. Будьте внимательны, только единственное, что с поворотными, наверное, рядами, вот, чтобы не сформировались дырочки, правильно как бы подтягивайте петельки, вот, и этот свитер, в общем-то, может вязать даже новичок, я так думаю, потому что вся схема дана. Вот я указываю, сколько для завершения горловины набрать, что это 123 петли. Я набирала только из лицевых петель, да, получается. Схему можно будет скачать по ссылке. Хочу показать, как этот свитер смотрится на мне и как он смотрится на модели Максмара, от Максмара. Мой свитер все-таки немножечко меньше, поэтому будьте внимательны. Если вы хотите, чтобы свитер был более свободный, то вяжите его все-таки немножечко длиннее и немножко шире. Теперь хотела бы все-таки показать саму вязку, потому что это полупатентная резинка или полуанглийская резинка, ее еще называют. Набирала я низ на итальянским набором или промышленным набором можно набирать. И вот у меня как раз то, что считается лицо в полупатенте, у меня это изнанка. А вот как раз изнаночная сторона такая бугристенькая, как чешуйка, это у меня лицо. Заканчивала я не резинкой, а заканчивала я сокращением петель, просто лицевым провязыванием и обычная резиночка, не резиночка, а итальянский набор в начале рукава. Я вот еще раз показываю, как выглядит изнанка, как выглядит лицо у меня, поэтому будьте внимательны. Но обе, ну и та сторона очень красивая, поэтому вам решать, с какой стороной вы расположите, именно что у вас будет лицо на самом деле. Посмотрите еще раз на свитер, что он все-таки меньше немножко по размеру, поэтому, наверное, все-таки провязывайте длиннее корпус и, возможно, чуть-чуть шире берите по количеству петель. По поводу горловины. Значит, горловина широкая, мне это нравилось, и, собственно, это соответствует максмаровскому свитеру. Единственное, что закрывала я, делала закрытие
Это 3 петли вместе, а не 2 петли. И потом только уже из закрытого я набирала оформительный край. Идея заключалась в том, чтобы лицевые петельки на полупатенте переходили в лицевую гладь на ролике, которым завершается горловина.